Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Сегодня у нас выпуск номер 104. Этот выпуск предназначен для студентов уровня B2, C1. Если вы смотрите видео на YouTube, вы можете включить русские субтитры. Если вы слушаете подкаст на Spotify, на Apple Podcast или на какой-нибудь другой платформе, то вы можете зайти на мой сайт russianradioshow.com и бесплатно скачать PDF-файл с транскрипцией к этому эпизоду. Еще раз напомню, сегодня подкаст номер 104. Кстати, надеюсь, вы уже заметили, что у меня новый сайт. Надеюсь, что вам нравится новый дизайн. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что делает урок иностранного языка действительно хорошим. Таким, после которого вы действительно чувствуете прогресс. Уверен, эта тема будет интересна и студентам, и преподавателям. Мы обсудим, что должен делать учитель для эффективного занятия, что зависит от самого ученика, каких ошибок стоит избегать и так далее. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно и познавательно. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Начнем с преподавателя, ведь хороший учитель во многом режиссер успешного урока. Возможно, вы замечали, у одних педагогов время на занятии летит незаметно. Материал понятен и заниматься приятно. У других же все скучно, монотонно и толку мало. В чем секрет? Конечно, много зависит от мастерства и подхода учителя. Хороший преподаватель старается сделать урок и полезным, и интересным. Например, я работаю только со взрослыми студентами, и здесь очень важно учитывать их особенности. Исследования показывают, что взрослые учатся эффективнее, если понимают, зачем им нужен изучаемый материал, если им дают некоторую свободу в способе обучения, если обучение опирается на опыт, является позитивным и мотивирующим процессом. Иными словами, учителю стоит не только рассказать, что вы сегодня выучите, но и зачем вы это выучите. Такая прозрачная цель сразу повышает интерес. Кроме смысла, важна и атмосфера на уроке. Хороший преподаватель создает дружелюбную, комфортную обстановку. Взрослые ценят уважительное отношение. Учитель обращается к ним как к равным, проявляет искренний интерес к их мнению и опыту. Ведь каждый студент – личность со своим багажом знаний и жизни. Когда преподаватель вовлекает учащихся, спрашивает их точку зрения, предлагает обсуждать близкие им темы, урок оживает. Например, изучая новую лексику, можно попросить студентов рассказать что-то из собственного опыта, использовать новые слова в контексте их жизни. Такой личностный подход поддерживает мотивацию и доверие на занятии. Однообразие – враг интереса. Представьте урок, где 90% времени учитель читает лекцию на скучном языке учебника. Скорее всего, через 15 минут группа начнет зевать. Активные методы гораздо эффективнее. Современные педагоги все чаще применяют коммуникативные игры, ролевые диалоги, обсуждение актуальных тем. По данным одного европейского опроса, около 70% преподавателей в школах широко используют коммуникативные методы, диалоги, ролевые ситуации, и примерно 62% регулярно берут на урок аутентичные материалы, статьи, видеозаписи, подкасты. Зачем это нужно? Такие приемы помогают приблизить язык к реальной жизни. Важный навык хорошего преподавателя – умение слушать и дать слово студенту. Ошибка многих неопытных учителей – говорить почти все время самому. Да, иногда хочется подробно объяснить каждую мелочь, но в изучении языка это не всегда хорошо. Если преподаватель говорит без остановки,
у ученика просто не остается времени на практику, а от большого объема информации мозг ученика начинает выключаться. Преподавателю не нужно практиковаться в языке. Практиковаться должен студент. Поэтому хороший учитель не перебивает и не торопится сразу исправлять каждое слово, а дает ученику выразить мысль, поддерживает даже попытки что-то сказать с ошибками. Отдельно хочется сказать про обратную связь и ошибки. Урок будет полноценным только если студент понимает, что у него получилось, а над чем надо еще поработать. Поэтому хороший преподаватель всегда находит время, чтобы разобрать ошибки, объяснить непонятные места, похвалить за успехи. Иногда учителя, особенно когда время поджимает, жертвуют этим. Дали задание и сразу бегом дальше по программе, не обсудив результаты. Такой подход может свести на нет всю пользу упражнения. Еще один секрет хорошего урока – уважение и вера учителя в своего ученика. Когда педагог верит в успех студента, это буквально окрыляет. Существуют данные исследований, подтверждающие, что успех ученика напрямую связан с тем, какие установки у его учителя. Поэтому хороший преподаватель всегда должен быть настроен позитивно и отмечать даже маленькие победы студента. Подведем небольшой итог. Чтобы урок иностранного языка для взрослого был полезным и интересным, от учителя требуются следующие вещи. Четкая цель и план занятия. Связь материала с реальной жизнью и интересами ученика. Разнообразие форм работы, говорение, слушание, обсуждение, игры. Создание дружелюбной атмосферы. Вовлечение самих студентов в процесс, диалоги, вопросы, обсуждения. Достаточное время для практики учащихся. Поддержка и обратная связь. Друзья, мы продолжим через несколько минут, а пока я хочу вам рассказать об одном очень полезном устройстве, которое я недавно начал использовать на своих уроках. Сегодня многие люди работают онлайн, особенно учителя. Они проводят уроки дома, показывают ученикам книги, пишут на бумаге, объясняют темы. Для такой работы нужна хорошая камера. Одна из таких камер — Caesar Fancy Pro. Что это такое? Caesar Fancy Pro — это не просто веб-камера, это устройство 3 в одном. Веб-камера для видеоуроков и конференций, документ-камера, чтобы показывать тетради, книги, рисунки, сканер, чтобы сохранять документы в хорошем качестве. Чем эта камера удобна? Во-первых, у нее хорошее качество видео. Все очень четко видно. А это, согласитесь, очень важно. Во-вторых, у нее есть автофокус. Камера сама настраивается. В-третьих, у нее есть подсветка. 3 уровня яркости. Можно работать даже в темной комнате. Например, в моем рабочем кабинете очень маленькое окно и не хватает естественного света. Поэтому для меня хороший искусственный свет очень важен. В-четвертых, камеру легко двигать и поворачивать. Она очень легкая и мобильная. Можно показывать себя, а можно книгу на столе. Вы часто работаете онлайн из разных мест? У меня для вас хорошие новости. Эта камера легко складывается. Ее удобно брать с собой. И главное, вы можете установить на свой компьютер специальную программу, которая позволяет делать фото, видео, писать на экране и использовать функцию распознавания текста. Кому подойдет Caesar Fancy Pro? Учителям, которые работают онлайн, студентам, которые делают презентации, тем, кто сканирует документы, всем, кто хочет, чтобы его работа выглядела красиво и профессионально. Caesar Fancy Pro помогает легко и удобно работать онлайн. Это устройство делает вашу работу лучше каждый день. Рекомендую от всей души. Ссылка в описании к видео. Русское радиошоу.
Конечно, успех урока зависит не только от учителя. Урок — это всегда улица с двусторонним движением. Нужны усилия и с одной, и с другой стороны. Даже самый профессиональный педагог бессилен, если ученик пассивен и ничего не делает. Поэтому теперь поговорим о роли самого студента. Представьте, преподаватель подготовил отличное занятие. Приносит материалы, задает вопросы, а студент сидит молча, не хочет говорить, не делал домашнее задание и вообще не старается. Чтобы добиться прогресса в языке, одного хорошего учителя мало, нужно еще и хорошо учиться. Что это значит на практике? Во-первых, постарайтесь быть активным на уроке. Отвечайте на вопросы, выполняйте задания, пробуйте говорить, даже если не уверены. Язык требует практики. Если что-то непонятно, не стесняйтесь спросить учителя еще раз. Хороший преподаватель будет только рад объяснить другими словами или повторить. Ему важно, чтобы вы поняли. Иногда иностранные студенты стесняются. Вдруг вопрос глупый. Поверьте, глупых вопросов не бывает. Если не спросить сейчас, потом пробел так и останется. Во-вторых, преодоление языкового страха. Многие взрослые ученики ужасно боятся делать ошибки. Парадокс. Мы приходим на урок, чтобы научиться, но хотим сразу говорить идеально и без ошибок. К сожалению, а может к счастью, так не бывает. Ошибки неизбежны, особенно в начале. Более того, они необходимы. Перфекционизм тормозит ваш прогресс. Ошибки — это нормально. Расслабьтесь и позвольте себе говорить не идеально. Забавно, но факт. Как только студент перестает постоянно думать об ошибках и начинает свободнее говорить, его речь постепенно становится лучше. Важно как можно больше практиковаться в речи. Если на уроке есть возможность говорить, пользуйтесь ею по полной. Даже если слов не хватает, выражайтесь как можете, жестами, смешными фразами. Главное, начните говорить. В-третьих, регулярность и самостоятельная работа. Урок 2 раза в неделю – это прекрасно, но для серьезного прогресса этого мало. Представьте, что вы хотите научиться играть на гитаре, но берете инструмент в руки только раз в неделю. Будет прогресс? Нет. Тоже и с языком. Чем чаще практикуетесь, тем лучше. Постарайтесь найти хотя бы 15-30 минут в день на русский или другой изучаемый язык. Это может быть что угодно. Вы можете повторить новые слова с прошлого урока, прочитать статью, послушать аудио, сделать пару упражнений. Главное — ежедневный контакт с языком, пусть понемногу. Кстати, одна из главных трудностей в изучении языка, по мнению многих учащихся, это недостаток практики вне урока. Подумайте, урок — это всего час-полтора активного использования языка, а дальше студент возвращается в свою родную языковую среду, где весь день говорит и думает, скажем, по-английски, и про русский вспоминает лишь на следующем занятии. Естественно, прогресс идет медленно. Поэтому ищите возможности практиковать язык в жизни. Сейчас, к счастью, доступно огромное количество материалов и способов окружить себя нужным языком, даже если вы не живете в стране, где на нем говорят. Смотрите фильмы и сериалы на русском, с субтитрами, если нужно. Слушайте музыку или радио, читайте новости или посты в соцсетях на изучаемом языке. В наше время интернет дает практически неограниченные возможности для языкового погружения дома. Как говорил один успешный преподаватель языков, сейчас вы можете создать себе эффект пребывания за границей, не выходя из комнаты. В-четвертых, мотивация и цель. Изучать язык – задача не одного дня, поэтому очень важно сохранять мотивацию. Кому-то язык нужен для работы и карьеры. Кому-то для переезда или учебы, кто-то учит для души, чтобы читать книги, смотреть кино в оригинале, а кто-то ради путешествий и знакомств. Постарайтесь время от времени напоминать себе, зачем это вам нужно. Кстати, у многих бывает этап, когда начальный быстрый прогресс сменяется чувством застоя. Некоторые называют это плато уровня intermediate. В этот момент главное не сдаваться. Поверьте, это временно. Просто вы вышли на новый уровень.
продолжайте заниматься, ищите новые интересные форматы. Не менее важно взрослому ученику быть самостоятельным и ответственным. Взрослые обычно учат язык добровольно, по собственной потребности, а не потому, что в школе заставили. Значит, и ответственность за результат в значительной степени ложится на самого учащегося. Учитель – проводник и помощник, но никто не выучит язык за вас, к сожалению. Поэтому возьмите свое обучение в свои руки. Планируйте свое время для самостоятельных занятий. Честно делайте домашнее задание. Повторяйте то, что уже выучили. Если чувствуете, что что-то забыли, повторите это самостоятельно. Вот мы и обсудили основные составляющие секрета хорошего урока. Как видите, нет какого-то одного магического приема. Успех складывается из множества деталей. Это и профессионализм преподавателя, и активность ученика, и грамотная методика, и душевная атмосфера. Хороший урок — это сотрудничество. Учитель и студент работают как команда, у каждого своя роль. Учитель направляет, объясняет, вдохновляет. Ученик пробует, спрашивает, тренируется. Оба вкладываются, и результат не заставляет ждать. Конечно, все мы люди. Иногда и у отличного учителя бывает не самый удачный урок, или у старательного ученика случается упадок сил. Не страшно. Главное — продолжать стараться. Я всегда люблю повторять, что даже один маленький шаг вперед — это шаг вперед, а не назад. Пусть ваши уроки будут интересными, продуктивными и приносят радость. На сегодня все. Я Сергей, ваш учитель и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!